Всем привет! Сегодня мы отправимся на Кокосовые острова. Такое интересное, я бы сказал, малоизвестное для многих место. На улице прохладно, где-то, например, как у меня, крепкий мороз. И возможно кому-то хочется немного лета, хоть ненадолго. Я постараюсь это устроить. Оставьте все беспокоящие мысли и расслабьтесь на ближайшие несколько минут, погрузившись в атмосферу чего-то нового и прекрасного. Что ж, поехали! Кокосовые или Келлингские острова являются внешней территорией Австралии, расположены здесь, в Индийском океане. Представляют собой небольшой архипелаг из 27 коралловых островов, площадью всего 14 квадратных километров. Они входят в двадцатку самых маленьких территорий на планете. Население примерно 600 человек, большинство которых кокосовые малайцы. Многие государственные услуги, включая здравоохранение, образование, охрану правопорядка, предоставляет штатам Западная Австралия. Язык английский, валюта австралийский доллар. Острова были открыты в 1609 году британским морским капитаном Уильямом Киллингом. Но никаких поселений не было вплоть до начала 19 века, в котором на остров прибыл шотландский торговец и основал плантации копры, на которые привлек малайских рабочих, которые жили буквально в рабских условиях. В 1969 году именно на Кокосовых островах впервые в истории всех стран мира были выпущены монеты из пластмассы. Сегодня население в основном занимается возделыванием кокосовой пальмы и рыбной ловлей. Практически все продукты питания и предметы необходимости импортируются из Австралии. На островах один аэропорт с авиасообщением города Перт. На острове есть школа, крупных морских портов нет. Здесь безопасно, некоторые жители вовсе не запирают двери. В северной части находится одинокий остров, площадью 1 квадратный километр. Необитаем. Климат влажный, тропический. На островах различают два сезона – сухой и дождливый. С марта по август выпадает больше всего осадков. С октября по декабрь меньше всего. В год примерно 2200 мм, что соизмеримо с дождливой Исландией или северо-западной Норвегией. Для лучшего понимания, примерно 15 дней каждого месяца идет дождь. Среднегодовая температура плюс 30, редко опускается ниже плюс 25. Часто дует ветер около 7 метров в секунду. Температура воды круглогодично около плюс 28, а вот пресной воды на острове крайне мало, рек и озер нет, используются подземные скопления дождевой воды. Флора острова состоит примерно из 60 видов. Здесь всего один эндемичный вид растения – Pandunus tectorius. На береговой линии преобладают Pemphigus acidula и Cordia subcordata. В лесных массивах кокосы пессонии. Также произрастает дьявольский хлыст, полезное растение, помогает вылечить кашель, гематомы и фурункулы. Эрва ланата, многолетний суккулент, имеет камфорный аромат. Все растения съедобны, листья кладут в супы и едят сырыми. Также помогает от укусов змеи и желтухи. А вот следующий представитель не так безобиден для человека. Кринум или паутинная лилия. Абсолютно все растение токсично при попадании в организм. При больших дозировках приводит к смерти. Таким же свойством обладает и розовая лилия. Еще одно необычное название – кисточка для бритья купидона или сиреневая кисточка. Съедобное растение. Используется в лечении горла, диареи и как противоядие от укусов змей. А это пляжная маргаритка, довольно солеустойчивая. Листья съедобны. Используется против угрей и глистов. Имеет слабительное действие. Часто используется как корм для кроликов. Лихорадочный орех – прочная лиана до 6 метров, семена плавучие и выживают в морской воде, распространяясь по другим землям, обладают жаропонижающим свойством. Колофилум – дерево до 30 метров, цветет почти круглый год, привлекает насекомых. Ранее используют в судостроении. Сок дерева ядовит, особенно опасен для рыб и грызунов. Раньше масло семян использовали для ночных ламп, а также топливом для выработки электроэнергии во время Второй мировой войны. Еще одно ядовитое растение – вифлеемская звезда. Крайне опасен сок при попадании на слизистые части тела. Многим известная папайя также здесь произрастает. Тропический миндаль, дерево до 35 метров высотой. Плоды и семена съедобные в сыром виде, слабокислые. Древесина твердая и почти водонепроницаемая. Листья крайне полезные и используются в медицине.
Яванская плоская осока высотой до метра цветет с января по август. Здесь можно встретить рицинус или клещевину. Является источником касторового масла, чрезвычайно аллергенен. Производит большое количество легкой пыльцы. В бобах растения присутствует рицин. Около 10 зерен составит смертельную дозу для человека. Растение так защищает себя от насекомых-вредителей. Еще одна ядовитая для человека – дьявольская фасоль или кроталария. Особенно опасно для домашнего скота и птиц. А это индийское коралловое дерево, также известное как коготь тигра, высотой 25 метров. Листья и кора используются в кулинарии и медицине. Семена ядовиты, но только в сыром виде, и имеет свойство одурманивания рыбы, что облегчает ее ловлю. Еще один опасный представитель – послен глянцевый. Зеленые плоды особо ядовитые и могут привести к гибели. Многим знакомый физалис тоже здесь есть. Плоды съедобны в любом виде, однако остальные части растения ядовиты. А этот двухметровый кустарник называется лаймовая ягода. Имеет съедобные плоды, напоминающие сладковатый лайм. Еще один представитель съедобной флоры – маринда или пляжная шелковица, также нони, сырный плод, рвотный плод и еще пара десятков названий. Дерево семейства кофейных. Свежие плоды имеют острый запах и спасают голодающих как основной продукт питания. Дерево дает примерно 6 кг плодов в месяц в течение всего года. Устойчиво к соли и засухе. Еще одно крайне полезное для человека дерево – хала или панданус. Семена могут разноситься океанским течением на тысячи километров. Плоды съедобны, можно кушать сырыми, хорошо чистят зубы. Ценный источник пищи человека на протяжении многих веков. А еще можно найти вонючую пассифлору со съедобными плодами, известными нам как маракуйя. Это, конечно же, не все виды наземных растений, а лишь наиболее, по моему мнению, примечательные. Сейчас немного про подводный близлежащий растительный мир. Лапчатка морская растет на мелководье в песке, очень чувствительна к недостатку света. А вот талассия, наоборот, может больше обходиться без солнца. Вдоль берега часто произрастает талассодендрон. Животных, как и растений, небольшое разнообразие, ввиду отдаления от большой земли и небольшой площади самих островов. Сейчас покажу наиболее ярких представителей. Пальмовый вор ведет сухопутный образ жизни. Он является раком, хоть его часто принимают за краба. Это один из самых крупных членистоногих длиной до 40 см и весом 4 кг. Клешнями может дробить небольшие кости, всеяден. В основном питается кокосами и другими членистоногими. Иногда даже может атаковать птиц, поскольку ползает по деревьям и имеет очень развитое обоняние. Живут невероятно долго. Зафиксированы случаи рака возрастом 80 лет. Раки-отшельники – самый крупный представитель рода, весом 200 грамм, ведет наземный образ жизни и хорошо к этому приспособлен. Размером всего несколько сантиметров, живет в пустой морской раковине. По мере роста часто меняет раковину на более удобную по размерам. Днем сидит под бревнами и кустарниками, ночью охотится. Еще один представитель с необычным названием – краб-призрак. Но бояться его не стоит. Напротив, завидев угрозу, они быстро ретируются в море или нору. Является всеядным, в том числе падальщиком. Едят моллюсков, мелких черепах, других крабов, коих могут одолеть. Ведут полусухопутный образ жизни, роют глубокие норы, но им также требуется периодически погружаться в воду. Отличные бегуны, обычно ходят на 4 парах ног, без перерыва по несколько часов. При разгоне отрывает от земли 3-4 пару ног и развивает скорость до 3,5 метров в секунду. Это невероятно быстро для краба. Примерно с такой же скоростью бегает мышь. Они могут издавать самые разнообразные звуки – скрежет, бульканье, рычание. Также менять окраску в соответствии с окружением. Каменный краб или легконогий краб, длиной до 8 см. Продолжительность жизни неизвестна, но не менее 8 лет. Люди часто используют его в пищу, а раньше даже ели сырыми с солью, когда бушевал шторм и не было возможности ловить рыбу. Данные острова являются убежищем для многих морских птиц, особенно учитывая факт, что у них здесь практически нет врагов и минимальное воздействие человека. Всего их примерно 25 видов. Вот некоторые из них. Белохвостная тропическая птица. Питается рыбой и кальмарами. Красноногие олуши. Самые распространенные здесь, их около 30 тысяч пар. Размах крыльев до метра. На протяжении 20 века люди активно охотились на них и чуть не истребили полностью. Сейчас она охраняется законом и медленно восстанавливается популяция. На кокосовых островах около 6% олуш от всей мировой популяции. Глупая крачка. Безразличие к человеку и бесстрашное поведение. Питается рыбой.
Птица-фрегат, размахом крыльев около 2 метров. Питается моллюсками и рыбой, часто отбирает добычу у других птиц. Свое название получила из-за разбойнического поведения, может долго преследовать других птиц с добычей, бить их клювом и хвостом. Иногда поедает птенцов своего же рода. На островах Полинезии люди устраивают бои между фрегатами. Также приручают и обучают трюкам. Аям-хутан, что в переводе с малайского «лесной цыпленок», живет только на острове Северный Килинг и больше нигде в мире не встречается. Вымирающий вид. Всего осталось около 1000 особей. Причины вымирания – завезенные крысы и кошки на острова. Морских обитателей в округе куда больше. Хотя вот зеленые черепахи находятся также на грани исчезновения. У берегов зафиксировано 200 видов рыб, и из них редко встречаемая кокосовая рыба-ангел. Малоизученная, ведет скрытый образ жизни. В рационе питания толком ничего не известно. Можно заметить афалину и горбатых китов, собачьи зубы тунец, гигантская барракуда, попадаются особи до 2 метров длиной, рыба-парусник, манты и большие 5-метровые акулы-молоты. Очень агрессивный вид, представляет реальную угрозу для человека. А вот опасных змей на острове нет. Но есть в воде минимум 2 вида, представляют серьезную опасность, если под рукой не окажется противоядие. Это желтобрюхая морская змея и полосатый морской крайт. Обладают очень мощным нейротоксином, но к человеку не агрессивны. Смертельно опасных пауков замечено не было, как и ядовитых медуз. Основные достопримечательности, помимо очевидно кокосов, это великолепные пляжи, прогулки в открытый океан, дайвинг, музей, жизнедеятельность местных жителей. Туристов здесь немного, особенно актуально, кто устал от шума городов. Также здесь национальный парк Пулу-Килинг, уникальная экосистема тропического острова, расположен на северном необитаемом людьми острове и уникален тем, что практически не тронут человеком. Здесь растут растения, которых нет на других островах. Например, бизония грандиозная, дерево с гладкой корой, зелеными цветами. Семена распространяются путем приклеивания к птичьим перьям. Кустарник осьминога, необычный представитель высотой до 4 метров. Железное дерево, очень прочное, используется для изготовления лодок. Сизувиум порталакаструм, раскидистое травянистое растение семейства аизовые, используется в пищу, чаще как маринад. Также большое количество крабов. Здесь они повсюду, и в воде, и в лесу. Добраться до кокосовых островов удобнее всего из города Перт, Австралия. А до Перта добраться не составит труда. Казалось бы, отличное место с дикой природой, вдали от цивилизации. Если бы не одно «но». Благодаря человеку, выйдя однажды на пляж, можно наблюдать вот такую картину. Думаю, комментировать тут нечего. Берегите природу в пределах своих возможностей. Свое мнение по поводу данной локации и хотели бы здесь побывать, можете написать в комментариях, было бы интересно почитать. Спасибо за просмотр, до новых встреч!